Че ты отвернулся? Я тебе не нравлюсь? А? Мартышка? Чего ты отвернулся? Я ему не нравлюсь. Повернулся попой ко мне. Здрасте всем, меня зовут Олег Новиков, и сегодняшняя история про двух маленьких щенят, которых зовут Фредди и Лукас. Сразу хочу предупредить, что история закончилась хорошо, поэтому не переживайте. В тот день я начал работать очень рано, я просто хотел раньше закончить. Я хотел раньше приехать домой. Проезжая мимо одной военной части, я через забор увидел, как под здание залез маленький щенок. Я не был уверен на 100%, но, по-моему, это был щенок белого цвета. Ну, может быть, конечно, мне показалось, потому что было все-таки далековато. Я иногда работаю с военными, поэтому у меня не было проблем заехать на базу. Я заехал вовнутрь, остановился около домика. Это был железный контейнер, из которого сделали небольшую кухню. Этот домик стоял одной стороной на дороге, а другой стороной на бетонных плитах. С одной стороны под ним был небольшой проход. Я взял немного вкусной пахучей еды и пошел к тому месту, куда залез щенок. Я заглянул под домик и увидел, что в самом дальнем углу за мусором лежит маленький щенок. Ему было примерно месяца 2,5. Он был очень напуган. На нем было такое количество блох, что я даже издалека видел, как они по нему бегают. Достать его не было никакой возможности. Он сидел в самом узком месте. Я оставил ему пахучей еды в 3 разных местах перед контейнером, чтобы он обязательно почуял, неважно в какую сторону он решит убегать. Я вернулся в машину, чтобы освободить место на заднем сиденье. Мне повезло. Ждать пришлось не очень долго. Малыш осторожно вылез и стал кушать. Мне удалось его поймать. Он, конечно, пошумел немного. Я взял его на руки, прижал к себе и отнес в машину. Истеричка. Вот он. Все хорошо, все хорошо. Я положил его на заднее сиденье, малыш лежал, не поднимая глаз. Воинская часть небольшая, всего лишь несколько зданий. Я заглянул под каждое, но больше я никого не нашел. Когда я выезжал с военной части, меня остановили ребята и попросили, чтобы я подождал пару минут. Они сказали, что кто-то хочет со мной поговорить. Один из них связался по рации, и через 2 минуты ко мне подошла симпатичная девушка-офицер. Она поздоровалась, сказала, что она видела, как я поймал щенка. Я еще подумал, наверное, скорее всего, ты слышала, как я поймал щенка, потому что шумел он на всю округу. Она расспросила меня, что я буду с ним делать дальше. Я сказал, что сейчас отмою его, попытаюсь найти ему дом и обязательно пришлю им фотографии. Она рассказала, что щенок там с утра, только сидел под другим зданием, и что они его кормили. Ну как кормили? Оставили ему еду и воду, в руки он не давался. Я спросил, может, они видели собаку-маму или еще щенков. Она рассказала, что они иногда видят собак со стороны территории, но они не подходят близко. И, как правило, это взрослые собаки. Скорее всего, этого малыша просто привезли и оставили у них под забором. Мы обменялись телефонами. Я попросил ее, что если вдруг они увидят еще собаку или щенков, чтобы она позвонила. И по возможности сфотографировала для того, чтобы хотя бы знать, кого мы ищем. Теперь можно было ехать домой. И не нужно было возвращаться и продолжать поиски щенка. Теперь у меня был телефон для связи, всегда можно было позвонить и узнать, что происходит. Немного забегая вперед, хочу сказать, что я звонил несколько раз в течение следующей недели, но щенков больше так никто и не видел. Я забрал малыша, и мы поехали домой. В общем, я забрал малыша, удалось мне его вытащить, выманить его, сидел под контейнером, положил ему еды, он вылез, повернулся ко мне, я подошел потихонечку, стал убегать, я его за заднюю лапу схватил, думал, сейчас начнет орать, но нет, он не стал орать, я его потихонечку вытащил, ну как только взял его на руки, как стал верещать, как будто я не знаю, что с ним делают. По-моему, это мальчик весь блохастый, ужас просто, трусиха такой, он спрятался, вон я его закутал, вот один нос видно, вот. Что ты боишься? Вот он, чудо чудесное. Блохи по небу бегают, просто как вообще. В приюте места нету, поэтому везу его домой, не оставлять же его здесь. Все, сейчас приеду домой, буду его купать, отмывать его от всех блохастых дел и посмотрим. Это, кажется, мальчик, если я не ошибаюсь. По-моему, мальчик. Трусиха. Мальчик трус. Ну, все будет хорошо. Все будет нормально. Чего ты, не бойся. Ты целенький. Ты мальчик. Ты не бойся. Надо посмотреть. Тихо, тихо. Ты мальчик, грязный весь. Вот такой красавец. Ой, такой красавчик. Ты красавец. Ты весь блохастый. Ну что такое? Все хорошо? Чего ты? Не бойся, я хороший. Все, малыш. Сейчас там там воды. Иди сослись. Здесь.
красавец. Да? Все, мы уже не так сильно боимся. Мы уже боимся, но не сильно. Все, такой вот красавец. Ты красавчик. Ты красавчик. Такой мягенький. Такой мягенький. Весь блохастый. Ужас, сколько блох, какое количество. Сейчас поеду тебя купать. Да. Ты будешь не маленьким, у тебя такие лапы. О, какая лапа. Да? Ты будешь серьезной собакой? Ты кусать никого не будешь. Ты будешь хорошая собака, да? Все, можешь, поехали. Иди вперед. Иди сюда. Не бойся, сиди здесь. Сиди здесь, я буду тебя гладить. Сиди. Все, сиди. Поехали. Не бойся, чего ты весь такой прямо аж... Все хорошо же. Все хорошо. Мы уже почти приехали. Сейчас покупаем тебя. Будешь пухлый-духлый. Все будет хорошо. Не переживай. Уберем себе всех блох. Они тут бегают по тебе просто табунами. Все будет хорошо. Не переживай. Покажи морду. Ты красавчик. Блохи носится, ужас. Ты красавчик. Все будет хорошо у тебя, не переживай. Сейчас уже почти приехали. Все, потерпи чуть-чуть. Все будет хорошо. И ты мой малыш, ты моя собака, моя хороший ребенок, такой послушный сидит. Все будет хорошо. Все. Ехать нам было не близко. Малыш стал потихоньку успокаиваться, немного выпил воды и уснул. Приехали домой, его нужно было срочно купать. Такого количества разной гадости на одной собаке я давно не видел. Что это у тебя такое? Я не уверен. Я думаю, что это собака. Покажи. О, Ой, какой хороший. здравствуйте. Нос. Пока без названия. Нос есть? У нас есть уши. Так, Уши всё. есть. Красивый. Блохи выпадают прям сами, просто одной водой. По нему бегают, они табунами. Это девочка или мальчик? Это мальчик. О, смотри, знаешь, прям руками можно снимать. Ужас. Ну, конечно, что же вы хотите. Я же был бесхозный. Сейчас чуть успокоился. Я же выпадаю с него. Это был просто ужас. Больше 2 часов 4 руки мы выбирали паразитов. Так закончился первый день малыша, которого мы назвали Фредди. Ну или Фредик. Первая нормальная еда. Кушай, кушай, малыш. Вот такой ребенок. Первые несколько дней Фредди кушал и много спал. Он все еще меня боялся. Иногда даже ругался, когда я его брал на руки. Мне нужно было и потихоньку приручать его к рукам. Чего ты ругаешься? Все хорошо. Что? Ты чистый, покормлен. Чего ты? Чего ты возмущаешься? Что не так? Хочешь, чтобы тебя гладили? Я буду тебя гладить. Ну, еще боку. Все хорошо. Ты уже не злой больше? Не кусаешься, не рычишь, не боишься? Я старался как можно дольше находиться с ним. Постепенно Фредик привыкал ко мне. Он уже не так сильно боялся, он выспался, он был не голодный и потихоньку начинал играться. Фредик, привет. А что у тебя огурец ты погрыз? Тебя хозяева не кормят, да? Дают тебе огурцы? Такой лежишь. Фредик, вкусный огурец? Фредик. И мою собаку. Моя собака. Все хорошо? Отдыхай. Отдыхай, красавчик мой. Ты мой красавчик. Отдыхай. На тебя огурцы. Домик Фредика стоял на балконе.
Я обычно перегораживаю часть балкона небольшим ограждением, ставлю домик, еду, воду, игрушки и в другой стороне кладу пеленки. Пока щенку не сделали основные прививки, лучше не выходить с ним на улицу. Фреддику было очень скучно без меня. Он начинал перетаскивать пеленки в домик или запихивать их в миску с водой, вытаскивать одеяло из домика, в общем, наводил порядки. Но самое главное, он пел, как волк, задирая свою морду наверх. Это было очень забавно. Я решил поставить камеру, чтобы заснять, как Фреддик наводит у себя порядки. Ну и самое главное, заснять его песню. Закрепил камеру на ограждении и ушел. Но все не так просто. Фреддик очень умный щенок. Ему не нравился этот предмет. И первым делом, что он пытался сделать, это всеми силами оторвать, ну или в крайнем случае опустить камеру вниз. Как бы сильно я не фиксировал камеру, ему все равно удавалось ее сдвинуть. После многих попыток мне все-таки удалось запечатлеть это уникальное явление природы, а именно как Фреддик строил из себя волка. Прошло время, малыш был здоров, он более-менее привык к человеку, и теперь можно было начинать искать ему дом. Мы сделали несколько фотографий для того, чтобы сделать объявление, и выложили его в интернет. В первый же день мы получили немалое количество сообщений, многие хотели Фреддика забрать себе домой, но тут важно понимать, что судя по лапам, Фреддик будет совсем не маленькой собакой, поэтому не каждой семье он подойдет. Все, кто к нам обращался, мы всех приглашали на день усыновления в приют. Всех своих найденышей я отдаю только через приют. В пятницу я почти целый день просидел с ним на балконе. Мы учили команды: сидеть, лежать, иди ко мне, но его больше всего интересовала игрушка-веревочка с 2 узлами. Было уже поздно. Завтра утром надо было ехать в приют, нужно было идти спать. Но как только я оставлял Фреддика одного, он тут же начинал выть. На самом деле это было очень забавно, как Фреддик строил из себя волка. Ему не было плохо, он просто не хотел оставаться один. В конце концов я взял коврик, подушку, плед и пошел спать на балкон. И только тогда этот маленький манипулятор успокоился. Утром ему захотелось в туалет, а пеленки, на которые он обычно писал, на другой стороне. А я же широкий на весь балкон. И вот этот маленький певец начинает потихоньку перелазить через меня. Он крадется мелкими шажками, чтобы меня не разбудить. В общем, нам было весело. Это Фреддик. Вот он. Было очень страшно ночью. Поэтому пришлось с ним спать, держать его за лапу вот так всю ночь практически. Потому что нам было страшно. И мы делали вот так. Вот так. Всю ночь. И только когда я пришел, мы перестали. Ну, спать я, конечно, не поспал, потому что не получилось, потому что я же за лапу держал все, вот за эту маленькую лапу. Ты когда вырастешь, я тебе это вспомню обязательно. Такое у нас доброе утро. Все, собираемся, едем к новым мамам, папам. Да, едем в новую семью. И пусть они теперь тебя за лапу держат. Стой, Фредя, ну куда ты? Не становись. Едем, везем малыша на день усыновления в приют. И все, нам уже прислали кучу сообщений разных о том, что его все хотят. Сейчас будем устраивать бои между новыми хозяевами. Кто победит, тому и отдадим. Ну нет, конечно. Но желающих очень много, и это хорошо. Все, едем в приют. Ночью он не давал мне спать. А сейчас он высыпается, он лежит, морда. Щенка Фреддика забрали очень хорошие ребята. Я уже не первый раз вижу, когда животное выбирает себе своего человека. Фреддик выбрал сам себе свою хозяйку. Щенок Фреддик был очень пугливый, и кроме нас он никому не давался на руки. Как только его кто-то брал чужой, он тут же начинал вырываться. А тут получилось так, что как только новая хозяйка взяла его на руки, он тут же замер. Он засунул ей нос под руку и затих. Такое ощущение, как будто он
чувствовал себя в очень сильной безопасности. И самое интересное, что это почти всегда работает и в обратную сторону тоже. Хозяйка тут же говорит своему мужу: все, мы его забираем. В общем, как говорится, что хочет женщина, того хочет Бог, так тому и быть. Ребята прошли небольшое собеседование, они оформили все бумаги, сделали первую прививку и забрали Фреддика домой. Мы были очень рады. Очень усталые, но очень довольные, мы поехали домой. В принципе, на этом можно было и закончить эту счастливую историю, если бы не телефонный звонок. Мы только выехали из приюта и поехали в сторону дома, как вдруг зазвонил телефон. Это был парень из военной части, он сказал, что нашли еще одного щенка и просили мне позвонить. Я ему говорю: смогли поймать, дается в руки. Он такой: нет, видели под зданием, он очень пугливый, даже не успели сфотографировать. Я спросил, какой у него окрас хотя бы. Он такой: ну, окрас как у собаки Бетховен. Бетховен, так звали собаку в одном из детских фильмов. По дороге назад я заехал домой, чтобы переодеться. Я одел длинные штаны, футболку с длинным рукавом, на тот случай, если вдруг придется залазить где-нибудь там под здание, и поехал в сторону военной части. Когда я приехал, малыша уже не было. Я обошел все здания, ребята, солдаты сказали, что они тоже искали и не знают, куда он делся. На самом деле, под зданием есть очень много разных мест, в которых можно спрятаться маленькому щенку так, что его снаружи не будет видно. Ребята напоили меня кофе, мы сидели, разговаривали, я надеялся, что, может быть, он все-таки выйдет, но в тот день он так и не вышел. Я вернулся домой поздно, и настроение было не очень. С одной стороны, нужно было радоваться, потому что сегодня малыш Фреддик нашел новый дом, а с другой стороны, его брат или сестричка сейчас непонятно где. Больше всего мне не хотелось, чтобы щенок ушел в сторону территории. На следующий день я работал совсем в другом районе, и приехать я мог в лучшем случае к вечеру. Я выехал на работу рано утром для того, чтобы закончить пораньше, и чтобы у меня было больше времени на поиски малыша. Я приехал на базу, у меня было достаточно времени до темноты, выхожу из машины, одел перчатки и пошел к самому дальнему зданию. Я начинаю обходить здание с правой стороны, и вдруг я вижу, как под ним, ближе к выходу, лежит маленький щенок. Щенок лежал прямо на камнях, он спал. Было видно, что это брат или сестричка Фреддика, они были очень похожи. Сейчас самое главное не спугнуть малыша. Я подошел потихоньку, сел на корточки и положил на него руку. Он тут же проснулся. Эту сонную мордаху я не забуду никогда. Я знал, что сейчас он будет вырываться и скулить. Но я не думал, что это будет так сильно. Это был просто ужас. Откуда такой страх перед человеком, я не знаю. Я прижал его к себе, закрыл рукой глаза, и только тогда он немного успокоился. В машине я накрыл его покрывалом, только тогда он затих. Привык все время прятаться под чем-то. Под одеялом ему было спокойнее. Ко мне подбежали несколько девчонок, которые служат в этой части, с одним вопросом: что случилось? Олег, все с ним в порядке, почему он плакал? Все очень сильно переживали. Я показал им щенка, сказал, что иногда так бывает, просто он не привык к прикосновению человека. С малышом все было хорошо, а с этого момента будет еще лучше. Мы поехали домой. Я несколько раз останавливался, брал щенка на руки и разговаривал. Пытался дать ему еды или воды, но он был не в том состоянии, чтобы пить или есть. Это брат Фредди. Вот он. Или брат, или сестричка, я даже еще не посмотрел. Очень сильно боится. Ну, судя по морде, брат, наверное. Вот он. Тебе страшно? Не бойся. Такой хороший пес. Не собаку. Не бойся, все будет хорошо. Все будет хорошо. Да? Ведь меня идут в дом. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Не бойся. Дай мне собаку. Дай мне собаку. Ведь блохастый. Дай мне. Посмотри, мальчик или девочка? Ты мальчик. Так ты брат. Ты брат Фредди. Да, ты брат Фреддика. А что такой трусливый? Фреддик, вон какой был смелый. Вон какой был смелый. А ты что такой трусливый? Ты даже больше, чем он, по-моему, размером. Чего ты? Все же хорошо. Ой, бедный ребенок боится. Малыш был не худой, так же, как его брат Фреддик. Я думаю, что их просто выбросили около военной части. К сожалению, это уже не первый случай. Мы приехали домой. Как дела? Все хорошо? Ой, у нас вон сейчас будем вынимать. О, блохастый какой. Ужас, ужас, ужас. Зато какой красавец. Какой красавец. Это все. Да, ты красавчик. Сейчас еще чуть-чуть посидит. И... Опа. И...
Чуть посидит и будем смывать. Лапы чистые, вода грязная. Собака чистая, да? По количеству грязи, которая с него вылилась, он точно как его брательник, да? Все, сейчас намылил шампунем, надо подождать чуть, чтобы все паразиты померли. И потом буду смывать. И еще разок, и будет он чистый-чистый пельмень. Вот красавчик у нас. Вот красавчик. Вот красавчик. Трусиха. Тоже трусиха. Трусиха. Всех блошек вымоем. Всех блошек вымоем. Всех. Не будет ни одной. Ты красавчик. Как грязь ванной. Развели грязюху, такой ужас. Ай, все будет хорошо. Дома я покупал малыша, очистил его от всех блохастых дел. Мы назвали его Лукасом. Он поел, попил, залез в домик, лег на мягкое одеяло и стал меня разглядывать. У него был очень грустный, усталый взгляд, но это и понятно. У него был очень непростой день, да и у меня тоже. Теперь все будет хорошо. Так закончился первый день щенка по имени Лукас. В этот же день вечером Аня из приюта сказала, что у нее есть передержка для малыша. На следующий день, перед тем, как отвезти Лукаса на передержку, мы сделали несколько фото. Хотели как можно скорее опубликовать объявление о пристройстве в интернет. Малыш Лукас нашел себе новый дом. Огромное спасибо ребятам из приюта. Лукас попал в очень хорошую семью. Его хозяйка очень хороший и добрый человек. У них дома еще есть собака, которая 7 лет. Поэтому теперь Лукасу будет не скучно. Они много гуляют с ними, а Лукас очень любит море и совсем не боится воды. В общем, теперь за него можно не переживать. Я хочу сказать огромное спасибо ребята, которые взяли и заботятся о малышах. Я очень рад, что у малышей есть теперь свой дом, еда и любящий человек. Что еще нужно для бездомной собаки? Еще раз огромное вам спасибо. Вот так закончилась эта история про двух маленьких щенят, которых зовут Фредди и Лукас. Теперь с ними все будет хорошо. Старайтесь по возможности помогать бездомным животным. Будьте хорошими людьми настолько, насколько это возможно. А на сегодня все. Удачи всем. Берегите себя. Всем пока.